Добрый вечер. Я хочу рассказать вам о человеке с другой планеты, который живет рядом с вами, а когда-то жил внутри вас. Вы, конечно, помните «Маленького принца», и вы знаете, что это не детская сказка и не научная фантастика. Это история о том, как люди, вырастая, узнают множество всего интересного, но почему-то перестают понимать детей. После денег взрослые превыше всего ценят информацию. Хотя точно так же, как и дети, очень хотят любви и тепла. Парадокс, правда? Знания могут сделать вас богаче, но никогда не сделают ближе. И даже умнее не сделают. Ведь на самом деле ум – это не знания, а умение их использовать. И многие дети обладают куда более развитым умом, чем взрослые, потому что используют свои знания более эффективно. Вспомните, как часто дети задают вопрос «почему?». Они еще не привыкли жить по догмам и правилам. Они всему ищут объяснение. Когда мне было 10 лет, я спорил с одним взрослым дяденькой. И дяденька, исчерпав все аргументы, сказал мне «заткнись, молокосос». С этого момента я стал очень критично относиться к мнению взрослых, не подкрепленному никакими доводами, кроме возраста. А повзрослев, я никогда не относился к человеку снисходительно, только на том основании, что он моложе меня. Как завоевать любовь и доверие ребенка? Вам надо не только заботиться о нем, но и общаться с ним как с равным. Вы всегда можете заставить ребенка сделать что-то, но это будет авторитет силы, который закончится, как только ребенок подрастет. А родителям останется только сокрушаться, почему же неблагодарные дети от них отдалились. Да потому что никто не хочет жить в муштре, когда все объяснения сводятся к «это хорошо», «а это плохо», «это можно», «это нельзя», «почему плохо», «почему нельзя». Привыкайте все объяснять. Допустим, ребенок съел конфетку и кинул фантик на дорогу. Так не только дети делают. И если вы скажете ему, не смей бросать фантик, подними сейчас же, это будет просто сухое непонятное правило. А если вы объясните, что фантик это мусор, что любому человеку неприятно гулять, когда под ногами мусор, что ему самому будет неприятно, восприятие будет совсем другим. Но как быть, если ребенок задает вам вопрос, на который у вас нет ответа? Если вы не можете объяснить, почему что-то хорошо или плохо, можно или нельзя, наверное, вам стоит задать вопрос самому себе. Как так случилось, что вы живете по правилам, не вникая в их суть? Может быть, стоит вникнуть? Например, традиционно вызывают очень сильные эмоции при минимуме размышлений тема ЛГБТ. Лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Вас это не удивляет? Задумайтесь, вы изначально, большинство из вас воспринимает эту тему как сомнительную, неудобную, неприличную. Почему? А потому что в слове гомосексуальность есть волшебный корень секс. Если задуматься, он есть и в слове гетеросексуальность тоже. И между нами говоря, в сексе нет ничего плохого. Это довольно приятное занятие, особенно если защищенное по обоюдному согласию. Но вообще-то английское слово «секс» означает в первую очередь «пол». И сексуальная ориентация – это прежде всего влечение к определенному полу, эмоциональное и духовное. Каждый хочет любить и быть любимым, и строить свое счастье с близким человеком. И секс – это всего лишь один из компонентов отношений, не единственный и не основной. Это следствие, а не причина. Я предлагаю гетеросексуальной части аудитории вспомнить, в каком возрасте вас впервые начал привлекать противоположный пол. 18 лет? 16? В 14, может быть? Подозреваю, что гораздо раньше. Гетеросексуальные мальчики начинают заглядываться на девочек, а гомосексуальные на мальчиков задолго до получения первого сексуального опыта. И им совершенно не нужен этот опыт, чтобы определиться со своей ориентацией. И влечение, любовь, влюбленность, как минимум, они всегда идут изнутри.
и не нуждаются ни в каких пояснениях и стимулах. Все попытки регулировать подростковую сексуальность напоминают мне анекдот про отца, который говорит: «Сынок, ты уже достаточно взрослый, надо нам с тобой поговорить о сексе». А сын отвечает: «Конечно, папа, что именно ты хотел узнать?» На фотографии я с моим парнем. Мы развращаем неокрепшие умы питерской молодежи на акции «День молчания», прошедшей 2 месяца назад. Занимаемся той самой пропагандой мужеложства, которая так печалит российских законотворцев. Я предлагаю вам вспомнить, как часто подобные сюжеты вы видели в своей жизни. Сколько раз? Полагаю, что немного. А теперь подумайте, как часто аналогичные сцены, но в гетеросексуальном исполнении, вы видите каждый день. Думаю, достаточно. И если сексуальную ориентацию можно пропагандировать взрослому или ребенку, то, получается, геев в России быть не должно, поскольку масштабы пропаганды одной и другой совершенно несопоставимы. Либо мы должны допустить, что гомосексуальность в десятки тысяч раз привлекательнее гетеросексуальности. Лично мне эта теория представляется очень лестной, но немножко сомнительной. Все счастливые семьи счастливы одинаково, как мы знаем. Геи и лесбиянки точно так же встречаются, влюбляются и создают семью. Взрослые дяденьки часто уверены, что у ЛГБТ не бывает своих детей. Простите, почему? Гомосексуальность не делает человека стерильным. На фотографии Марина и Алена, лесбийская пара, мои хорошие друзья. Ксении, биологической дочери Алены, недавно исполнилось 18 лет. А о маминой ориентации она узнала в 10. И это не стало для нее шоком или травмой, и не помешало вырасти гетеросексуальной. Почему? Потому что ребенку важен не номинальный состав семьи, будь то мама с папой, мама с отчимом, папа с мачехой, только мама, только папа, 2 мамы или 2 пап. Ребенку важно тепло, забота и понимание. И он вполне готов спокойно воспринимать многообразие окружающего мира. Подобные кадры вызывают очень сильное сердцебиение у некоторых взрослых. Какой кошмар! Разве можно детям показывать такое? Показывать, простите, что? Когда ребенок смотрит на радужный флаг, он видит радужный флаг. Когда ребенок смотрит на целующихся мужчин, он видит целующихся мужчин. Воображение у детей, конечно, очень развито. Но, уверяю вас, они никогда не увидят во флаге или поцелуе непристойных сцен, публичного совокупления или гомосексуального акта во всех подробностях. Это видят отдельные взрослые, воображение которых работает как-то уж очень специфично. Но если они не будут транслировать свое восприятие детям, дети останутся при своем. А остальным взрослым, не столь впечатлительным, но все же обеспокоенным вопросами воспитания, наверное, интересно, как корректно объяснить ребенку столь нестандартное явление. А очень просто. Скажите, что это бывает. Редко, но бывает. И ничего ужасного в этом нет. Как изредка, например, нам встречаются левши или львы-альбиносы. Ребенок и сам видит, что это бывает достаточно редко. И ваше объяснение для него будет вполне логичным. Оно не заставит его тут же поменять ориентацию, как и вас. Но зато в дальнейшем он сможет спокойно воспринимать людей, не похожих на него. А еще может случиться так, что ребенок сам гомосексуален. И тогда это не станет для него действительно травмой, он не будет чувствовать себя чудовищем или изгоем. Знаете, какая самая популярная реакция у родителей, узнавших о гомосексуальности детей? Боже мой, за что мне это? Как мне с этим жить? Мне. Хотя куда уместней было бы задуматься, как с этим жить ребенку. Ребенку, который часто в своей собственной семье от самых близких людей, родителей, слышит гомофобные высказывания. А папа и мама даже не догадываются, что их собственное чадо может быть таким. И воспитывать в детях нетерпимость по отношению к кому бы то ни было в принципе плохо. Но если этот кто-то сам ребенок, последствия могут быть трагическими. Россия занимает 1-е место в мире по количеству подростковых самоубийств. И едва ли не половина этих подростков ЛГБТ. И значительная доля вины за эти смерти лежит на родителях.
Так что же делать, если ваш ребенок оказался гомосексуалом? Для того ли вы его растили? Ну, во-первых, кто сказал, что гомосексуальность это плохо? Она никак не влияет на психическое, физическое или умственное развитие. Она не влияет даже на качество жизни, если не считать гомофобии, которая довольно эффективно преодолевается простыми объяснениями, вроде тех, что вы слышите сейчас. Ну а потом действительно, для чего вы его растили? Чтобы он реализовывал ваши жизненные ценности, ваши устремления и мечты? А вы не допускаете мысли, что у него могут быть свои. И это касается не только ориентации. Привыкайте с самого начала, буквально с рождения, видеть в ребенке личность и учитывать его желания. Предоставляйте ему возможность самому делать выбор, самому искать, терять, находить, решать. И если ребенок вам признался сам, прежде всего задумайтесь, каких усилий ему это стоило и о каком доверии к вам это говорит. Вы должны гордиться тем, что смогли воспитать в нем это доверие и постараться его не утратить. Постараться понять мир, в котором он живет. Понять, что на самом деле ничего не изменилось. Это по-прежнему ваш ребенок, каким вы его знаете, просто предпочитающий свой пол. Понять, что мнение соседей во дворе или коллег в курилке ничего не значит, а гармония ваших отношений значит все. И что в мире, полном гомофобных предрассудков, ему очень важно найти понимание и поддержку у близких людей. Я уверен, что если спросить сидящих здесь, мало кто назовет себя гомофобом. Ну, вы же интеллигентные, просвещенные люди. А гомофобия – это дикость, серость и каменный век. Однако же, многие при случае скажут, или уже говорили, я, конечно, не гомофоб, но пусть они не выставляют свои чувства на показ, но пусть они не проводят свои ужасные акции, но пусть они вообще никак не общаются с детьми, и вообще пусть они сидят в своих клубах. Вы не гомофоб, но вы отказываете людям в праве открыто выражать свои чувства и взгляды, создавать семью, воспитывать детей и не жить в резервациях. Вы не гомофоб, но вы отказываете людям в праве на искренность, открытость, любовь и привязанность. Фобия – это не просто страх, это иррациональный страх. Страх перед тем, чего вы не понимаете. Между тем, понять совсем не сложно, потому что цели у всех одни и те же. Мы не хотим никаких особых прав, только равных. Мы не хотим проводить жизнь в борьбе, просто жить полной жизнью. Учиться, работать, отдыхать, путешествовать, общаться, дружить, влюбляться, создавать семьи, заключать браки, растить детей. Как и все, мы хотим жить спокойно и безопасно, не оглядываясь и не прячась. Как и все, мы хотим, чтобы нас слышали и понимали. Мы уверены, что большинство людей хотят жить без ненависти и агрессии. Мы уверены, что любовь и взаимопонимание способны изменить этот мир. И мы делаем все для того, чтобы приблизить эти перемены. Спасибо. Спасибо большое, Сергей.